Привет, друзья! Вы помните ту аналитику от Надежды Лямы на видео, снятое мной в усадьбе Хрустлевка? Казалось, куда уж загадочнее и мистичнее, но усадьба фон Мег воистину паранормальное место. И то, что будет далее, тому подтверждение. Представляю вашему рассмотрению те моменты, которые не дают мне покоя до сих пор, с самого выхода видео. Поясню. Сначала Тимофей заметил открывающуюся дверь, поспешил осветить ее фонарем, но его отвлекли звуки, доносившиеся откуда-то сверху. Да, открытие этой двери само по себе необычно, ведь мы не слышим как такового звука ветра, но то, что было за дверью, не поддается логике. Обратите внимание на низ дверей. Свет фонаря попадает на какое-то существо, стоящее будто на четвереньках и двигающее головой в такт раздающимся сверху ударом. Попробуем добавить света, увеличить и замедлить изображение. Я много раз пересматривал этот фрагмент, пытаясь понять, что же это такое. То, что это не человек, ясно точно. Надежда высмотрела, нашла на этих видеофайлах сущность, которые мной были в момент съемки незамечены. Живое это существо или как призрак, как фантом, я сказать не могу, но оно выглядело настолько ужасно, что каждый раз пересматривая эти файлы, меня до сих пор бросает дрожь от ужаса. Помимо этой сущности, я здесь нашел еще много чего необъяснимого и не менее страшного. Кто не смотрел эти видео, ссылочки я оставлю в закрепленном комментарии. На этот раз я решил провести в этом замке всю ночь. Но так как на улице отрицательная температура колеблется от 18 до 20 градусов по Цельсию, я поставил палатку и печку. Кстати, я расположился в самом ужасном месте данного здания, это подвал, так как в прошлые разы моего посещения подвал был эпицентром проявления мистики. Итак, друзья, сейчас залезаю в усадьбу, там у меня печка, палатка. Я пока только первую партию принес. И вот что я заметил. На телефон это плохо передать. Очень странные следы. Это вообще на копыта похоже. Итак, друзья, наконец-таки все притащил. Пришлось ходить 2 раза. Снег бывает выше, чем колено, получается. Вот. Хорошо, что с собой у меня есть переодевашка. Сейчас ботинки есть вторые, тоже в сумке. Собираюсь сегодня в усадьбе поставить палатку и провести здесь ночь в палатке. Для безопасного нахождения в палатке я установил камеру, которая транслирует на компьютер. Вот я машу сейчас. Также я собрал систему из 3 камер. Получается, они будут снимать в разных диапазонах. Основная камера снимает в ночном режиме, экшн камера снимает в обычном режиме и тепловизор. Время сейчас 0 часов 11 минут. Сейчас начну исследовать усадьбу.
Здесь есть кто-нибудь? Здесь есть кто-нибудь? По-моему, в прошлый раз, если не изменяет память, именно вот эта бутылка шевелилась. Если ты меня слышишь и понимаешь, если ты тут, ты мне можешь показаться в своем обличии? Было очень рядом. Друзья, был какой-то звук, но это могло быть... Это плитка так расположена. Вот здесь получается. Мне показалось, как будто бы кто-то стоит. Было какой-то звук, но возможно это просто падение, естественно. Здание потихонечку валится. Сейчас немного подзамерз, пойду в палатку. Охренеть, что происходит? Что это такое, твою мать? У меня, получается, выключился сейчас тепловизор. На экране происходит что-то непонятное. С фонариком, по-моему. Там как будто бы какие-то знаки на экране. Попробую сейчас перезапустить всю систему сначала. Все странно. Я не знаю, друзья, может быть из-за холода что-то происходит. Такое вот он. Вот я сейчас. Вот моя рука. Вот она. Но творится что-то ненормальное вообще.
Экшн-камера отказалась работать на таком морозе. Вот сейчас не очень удобно ставить на нее пауэрбанк. Поэтому буду сегодня без экшн-камеры. Также здесь происходит на компьютере все так же необъяснимые вещи с изображением. Сверху раздалось 2 удара. Я бы мог бы сказать, что это что-то естественное, но удара было 2. Такого быть просто не может. Было создание. Снова 2 удара. Я там уже сегодня был. Смотрел, чтобы никого там не было. Вот именно на этом месте, возле двери, на том месте, в котором я сейчас стою, Надежда и увидела это существо. Здесь есть кто-нибудь? Тут кто-нибудь есть?
Тут кто-нибудь есть? Кому-то бы какие-то голоса показались. Тут есть кто-нибудь? Камеру поставить. Фак. Это было неожиданно. Нужно проверить на Эми. Охренеть. Высоко не поднимается, конечно, но иногда есть, проскакивает. Друзья, на магнитнике, на электромагнитном измерителе Эми сигнал есть, вы видели сами. Был удар двери, ветра я особого не ощущаю. Возможно, это был как сигнал его присутствия здесь. Ты здесь?
Ты можешь подать еще сигнал? Чтобы мне убедиться точно, что это ты. Блин, подумал сначала тепловизор. Как будто бы кто-то стоит. Но это, скорее всего, просто снег. Вон та гора. Вот там какие-то синие. Кстати, синие более темные получается. Так реально напоминает кого-то в капюшоне. Блин. Выглядит, конечно, стрёмно в тепловизор это. Так как я не знаю, был ли ветер, что дверь закрылась, или все-таки это был сигнал, я сейчас установил камеру. Получается, вот она. Установил камеру, она направлена на дверь. Также установил измеритель скорости ветра. Если вдруг дверь закроется, а измеритель ветра не сработает, то получается это будет не ветер. А если же сработает и он, и дверь закроется, то это ветер. Установил сейчас 2 камеры на этом этаже. Сам пойду вниз в пункт обогрева. Фак. Скажу честно, ветра я никого не ощущал. Ничего, нигде не шевелится. Даже веревка. Вон там. Никакого ветра не было. А он почему-то сработал. Так, сам я сейчас пойду вниз. Пускай 2 камеры пишут. Слышите? Очень тихо.